Сила воды! Гидроудар! Тот эксперимент, в котором я мечтал всегда поучаствовать или С самого сделать. детства. Нам всем говорили, что вода невзжимаема, но какова ее сила, сейчас мы узнаем. Да-да-да, мне говорили, что если упасть на газетку, расстеленную на воде, можно сломать все кости и переломаться. Давайте Но проверим. это знаешь из-за чего? Из-за поверхностного натяжения. Но сейчас не об этом. Смотрите, Ага. мы берем бутылку, берем молоток, бьем по бутылке. Давай, бей. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет, потому что воздух внутри бутылки, ударяясь об дно, пружинит, и дно не отваливается. Потому что воздух может сжиматься, но вот вода, она не сжимаема. У нее великая сила. Побольше воды, поменьше налить. Жидкости побольше наливать. Вода Только невероятная аккуратно. сила. Раз. Раз, два, Два, три. и... Ой, Видали, круто как. гидроудар. Сегодня мы хотим разобраться, что такое масса. И в чем она измеряется? Представьте себе, что вот этот шарик – это одна молекула. Чем больше молекул в веществе, тем больше его масса. И масса измеряется в килограммах. Подытожим. Масса – это количество молекул вещества. А что получается, что масса, она неизменна? Нет, но если у вас выпал зуб, то вы потеряли часть своей массы. Коллега, мне кажется, вы потеряли часть своей массы давно. А вы вообще набрали часть своей массы. Получается, вы съели мои волосы. Я не ел. Спорим на 100 баксов, что ты не сможешь поставить яйцо вот так ровно стол. Да плевать на яйцо, главное 100 баксов. Что там надо делать? Поставь яйцо. Пожалуйста, смотрим. Тебе поможет физика, и вам тоже. Помнишь, мы говорили о равновесии? Что у каждого из нас есть какой-то центр тяжести. Смести центр тяжести, и оно станет. Ну правильно. Внимание, действует профессионал. Пробую я. Ура! Я выиграл 100 баксов! А до этого я не умел. Это он был профессионал, а я сделал это. Ху-ху! Смотрите, яйцо стоит прямо, как называется, на попа. Начинаем соревнование, кто быстрее перельет эти бутылки в чашку. Напоминаю вам, что все наши соревнования абсолютно научные. Ты готов? Поехали, переворачиваем. Раз, два, три. Поехали! Я победил! У меня еще осталось... Ну, и как я люблю говорить, это очень долго. Но на самом деле, ребята, все очень, как я и тоже говорю, просто. Что сделал ты? Я раскрутил бутылку. Для чего же я это сделал? Оказывается, ребят, пустых мест быть не может. И когда я переворачиваю бутылку, Воздух начинает меняться местами с водой. И чтобы это быстрее произошло, мы раскручиваем воду, делаем торнадо. Внутри торнадо образуется воздушная полость, как трубка, с помощью которой вода очень быстро меняется местом. как всегда, ты напачкан. Запоминайте, ребят. Если вам кто-то скажет, что у вас пустая голова, не верьте. Пустых мест быть не может. Там воздух. Как минимум. Ветра гуляют, короче. Назвал жидкости жидкостями. И какие свойства у жидкости? Дело в том, что Исаак Ньютон был такой ученый, он описал полностью свойства всех веществ с точки зрения механики на планете и вывел формулы, которым подчиняются все жидкости. Жидкости не имеют формы. Да, в какую форму вы их наливаете, такую они и принимают. И самое главное, они что могут делать? Течь, капать, брызгать. И самое интересное, что, кстати, используя свойства воды не имея формы, можно даже показать, как можно поздороваться с водой. Держи. Вставляем воронку. Так как вода не имеет формы, мы наливаем в воду перчатку. И получаем супергероя. Называется он Гидромен. Смотрите, я сейчас поздороваюсь с Гидроменом. Привет! Здорово, Гидромен! Ха-ха-ха! А какой-то такой скользкий, мягкий тип. Привет! Это магнитные часы. Да. Мы хотим сделать такие же часы, только за счет разной плотности материалов. Например, вода очень плотная, а пенопластовые шарики совсем небольшой плотности, потому что воздух. И они будут меняться местами, прям как в часах. Не знаю, что из этого получится, смотрите дальше.